Ну что, ребятки, всем привет, с вами Декстер, и сегодня у меня в гостях невероятно крутой игрок. Игрок, который был и в топ-1 команде, и участвовал на огромном количестве мейджоров. Это игрок нового поколения. С нами сегодня Интерс. Привет, Тимох. Привет, привет. Я рад тебя очень видеть, и уверен, что зрители будут очень рады тебя видеть. И у нас есть огромное количество вопросов к тебе. Ты Хорошо. готов на них ответить? Да, готов. Погнали. Что ты можешь рассказать на Б-базе для игроков, играющих на фасике? Как принимать вообще Б-раш, например, если ты находишься зачастую один на Б? Есть у тебя какие-то идеи, наработки, которые ты можешь рассказать ребятам? Потому что я знаю, как это сложно играть Б в соло. Я иногда заходил туда. Ну, если вы прям одни, то желательно, конечно, отстопить Б. Я обычно такие гранаты юзаю, чтобы Мгм. полностью раш отстопить. И потом под фейд дыма даю ХЕ, прошиваю. Могу запрыгнуть, чтобы в дым принять. Если никто не выходит, то самое, как по мне, удобно это с бэксайта играть. Потому что вы тут можете убить одного-двоих, поймать чела, который падает, пожить, дать какую-то такую флешку, еще раз под нее пикнуть. Вот По так мне вот, так. смотрите, какая флеш. Поэтому для меня это самая такая нормальная позиция. Или же вы можете засейвить дым. Лучше вам, конечно, не чекать, а играть на киллы в такой ситуации, мне кажется. Мгм. Только если вы чела близко не пропустили, то можете почекать в щель или как-нибудь. И вот по дымам дефолтно на двойку отпускают, живут челы все. Можете залезть там. Так, ванвей у вас тут. Или же можете также играть с бэксайта, потому что здесь такая вот крыша, и у вас, скорее всего, многие флешки будут не флешить в зависимости от того, как вы встали. То есть вы Мгм. можете спокойно принимать, ловить первого падающего, потом отпускать. Вот такой вот дым есть. О, Керригана Он видел. сейчас метовый Метовый GDC, GDC. Керриган, да, все его кидают. Вот тут принимаете, вот тут принимаете. Вообще как угодно можно с ним играть. Или же даже сюда залезть. Ого. А до этого Поэтому я не так. видел даже сам. Тут у Слушай, вас везде это ванвей. прикольно. Да-да-да. Он сейчас метовый, по идее. Так что если вы играете на BSL, у вас два варианта. Или вы стопите, максимально играете, бэксайд живете, или вы оставляете смог себе на киллы потом, чтобы играть под него. Слушай, вот мне знаешь, что стало интересно? Вот этот метовый дым, например, да? Ты его у многих видишь в демках, и как ты мыслишь, как опорник, что ты тоже его должен начать юзать? Или что, скорее всего, сейчас все будут знать, как играть против этого дыма? Но если честно, то я особо дым на игру не люблю сейвить. Мгм. Я люблю или почекать и дым откинуть ближе к минуте, к 50 секундам, чтобы выход застопить, или сразу стопить, если один начинаю бы. Он хоть и метовый, его не каждый может законтрить, потому что сколько я не смотрел, обычно теперь не понимают, что это за дым. Ну да, смекалки. Или скорости реакции, Да-да-да, я принятия обычно решения. говорю, если видеть такой дым, то сюда фигачьте префайром. Вот. Да, это самое неприятное. Слушай, а вот смотри, хорошо. Ты рассказал ребятам, как они могут принимать Б, если они начинают соло или вообще играют соло, да, на фейсите? А насколько, по твоему мнению, важно общаться с тиммейтом в зиге? Я это, конечно, ответ знаю, но хочу это рассказать немного для ребят. Ну, вообще очень важно, потому что он вам будет говорить информацию, пикает АВП или нет, и бежит чел или нет. Потому что самый опасный чел на Б, это который вот сюда проходит, а у вас по нему инфы нет. Потому что он собирает много информации, вы прыгаете, он может позвать тиммейта, попросить флешку и загнать вас. Поэтому чел в зиге очень важен для вас. Если, например, АВП нет, никто не бежит, то можете спокойно гранату сейвить и вот так прыгать. Мгм. Вообще, знаешь, я в последнее время заметил такую вещь, что мне, как игроку, бывает очень непросто. Я вот даже думал над этим как-то поработать, вскрывать базу Б. Ну, то есть, я, во-первых, не опенфрагер, да, и когда я иду первый с калашом,
и пытаюсь зачекать все позиции, то я понимаю, что тут так их много, что в целом, когда ты открываешься на третью, четвертую, ты уже умираешь. Да, О, я да, тоже изучал оверпикаешь этот там, Empire да. пики. Это да, тут очень много фэнглов различных, поэтому тут очень тяжело так открывать. Только если у вас есть какая-то информация или вы знаете что-то о своем сопернике. Потому что тут у контра преимущество, тем более с эской очень легко убивать первого чувака, который контакт идет. Кстати, вот по поводу Эмки, я тоже заметил, что у тебя до сих пор двадцатка. Это твой выбор, на это изменение тебе в целом пофиг? Я бы играл с тридцаткой, но с тридцаткой я иногда своих не убиваю, тяжело бывает, поэтому я с двадцаткой пока играю. Ну, я могу еще пару гранат показать. Тут есть Давай. вообще несколько видов, как люди прыгают. По ближней, по дальней в щель, если вы АВП не боитесь. А если прям сильно боитесь и обычно ваши чувы напрягают, взрывают, там можете вообще вот так прыгать. Увидели, отпустили Да. молотов. Гранаты на занятия бы дома, вы можете сами их кидать, имитировать различными способами. Можете сами даже запрыгнуть, успеть под конец молика дать себе какой-нибудь флеш и зачекать. Или И можете, все. или же можете попросить вашего тиммейта изначально дать дым, по первому респу побежать, прыгнуть, не увидели, дали молик. Попросили флешку, он вам дает флешку налево, занимаете. Также здесь есть вот такой вот one-way. Ой, неприятно какой. Если будет ситуация, то он, в принципе, до сих пор работает постоянно. Давай я даже покажу, там ничего не видно. Да, это очень такой Ой, нет. мерзкий дым. Он иногда даже до сих пор работает. Он до сих пор работает, особенно он неприятен бывал для меня в каких-то матчах. Э, Откинешь его еще раз, Тимох? Да-да-да, откинут. Я даже покажу вам. Это очень неприятно, когда тебе накинули какую-то флешку через верх, а ты стоял вот так, контролировал бы базу. Теперь смотрите, вы ничего не видите. Тут нет никаких ориентиров, чтобы убить. А он уже меня видит. Я вообще не вижу тебя. Так что это очень жесткий ванвей. А самое главное, что мне интересно было обсудить, Тимох, здесь. ам, как, по твоему мнению, работает карта Мираж? Насколько важно Б-опорнику пытаться занять Б-дом? Но если информации нет, то это большой спейс дает вам. Мгм. То есть вы можете 1Б стоять, занять любую позицию здесь или здесь, и вы, скорее всего, одного-двоих убьете, и еще будет время у ваших челов стянуться. А если ты занял вот Б-дом, насколько, по твоему мнению, круто дальше пушить его? Но я, если честно, без информации не люблю это делать. Мгм. Только если противники в большинстве, то вы можете рискнуть пойти. А если у вас большинство или вы 5 в 5, 4 в 4, то, в принципе, вы 1Б можете удерживать, Зика дать. Если что, вы убьете Б дом, и у вас будет преимущество то, что и Б дом ваш, и вы в большинстве, и ретейкните, скорее всего, Б. Еще есть такой старенький One Way, мега старый, я не знаю, но он не такой крутой. На комоде тут залазишь Мгм. и видишь Б дом. Ну его, кстати, вот в прошлом году кто-то использовал против меня с авиком вторым. И тебя убили? Нет, я увидел этот ванвей и сразу... Это был праг или что-то подобное, потому что мой тренер сказал это ванвей. Ну, типа, мы не играли практически онлайн-турниров, чтобы я вспомнил это, поэтому думаю, что это был праг. Против меня это использовали, он говорит, это ванвей, и я такой стреляю туда и убиваю чувака. Также я обычно юзаю такую тему, она постоянно работает, я не знаю почему, на праках. На FPL я даю вот такой молик, бегу сюда, так тушу и просто контролю. Так. И челы постоянно, ну, занимают, А, и постоянно пытаются поближней как-то распикать, ага. и в итоге умирают. Они или очень близко открываются, я их очень сильно заранее жили, или в полудыму. Я не Мгм. знаю почему, но очень часто работает. Если никого нет, то можете в теории пробовать поджать, или дать хае отойти. Слушай, это очень прикольная фишка будет на фейсте, я уверен. Да, там, потому что челы думают, то, что ты промазал дым или что-то еще начинает мутиться и А это умирают. частая ошибка, согласись. Да-да-да-да, это Ты можно всегда, когда байтить. видишь что-то такое, ты пытаешься это использовать и часто умираешь просто из-за этого. Да, некоторые игроки пытаются работать другого, они если видят неизвестный дым, просто Мгм. они просто ждут, потому что непонятно вообще, что это.
Да. Ну, это не всегда так работает. Иногда челы реально ошибаются, и вы можете это использовать. Касаемо позиции, знаешь, я часто замечаю, что вот в сезоне прошлом, в конце особенно, можно было часто встретить позицию на балконе слева в лейт-раунде. Как по мне, эта позиция очень жесткая. Да, да, да. Или прячется с МП-9, если очень плохой ган, да, он просто говорит, по всей видимости, что я, типа, вот он выпускаю, да, и буду убивать потом. И Мгм. человек Зига, он используется либо как байтер где-то в Зиге, да, вдалеке, либо за плент перебегает, если у него и была такая возможность, да, и он ушел еще до момента, когда ожидается выход, и он, получается, создает видимость того, что опорник один, и он за плентом. Мгм. Как тебе позиция на балконе вообще? Что ты думаешь? Есть ли какое-то преимущество у нее? Я скажу то, что она офигенная, когда на вас кто-то байтит, прыгает там, условно говоря, какие-то гранаты кидает, играет бэксайд. Но она очень плохая, когда у людей много гранат, и они делают любой бы выход, потому что если вы вот так стоите, любая дальняя флешка, которая здесь взрывается обычно, вот эти через верх, она вас флешит. Мгм. То есть вы вот тут будете стоять, вы сразу будете белые. Ее нужно знать, когда использовать. Когда вы думаете, что люди пойдут в контакт, у них мало гранат, там 3 в 3, скорее всего, вы отсюда килл один дадите, и уже будет вашей команде хорошо. Ну, лучше, Мгм. конечно, два. Понял. Скорее всего, будете белые. Первый чел сейчас модно будет выпрыгивать в окно, вы, скорее всего, его не убьете, дадите минус 90, и вас второй разменяет. Поэтому первого чела надо всегда пропускать и убивать второго, пытаться, третьего. Потому что челы еще научились тут вылетать, как, не знаю что. Как ниндзя. Да, их очень тяжело убить, вы даете минус 90 и вас разменят. Так что первого вы, скорее всего, морально готовьте, что вы будете выпускать, не стрелять. Я не знаю, Тимох, смотрел ли ты этот сериал «Офис»? Я смотрел первые серии только. Окей, ну, либо посмотри весь, потому что, как по мне, это легендарный сериал, либо просто загугли «Офис паркур». Так вот, там чуваки именно это и делают. Мы обязательно сейчас сделаем Выпрыгивают туда в окно. вставочку. Parkour! Michael! Parkour! Parkour! Extreme! Parkour! Parkour! Я вообще считаю, что ну, очень много команд недооценивают взаимодействие игрока Б и игрока Зига ну, вместе для занятия Б дома, потому что все думают, что игрок Зига должен в основном как-то файтиться в миде, помогать в миде и только там на выходах, да, быть хелпующим игроку БЗБ. А мне кажется, что вы на самом деле можете очень много взаимодействий делать касаемо занятия Б дома, касаемо того, чтобы один второго подсадил, и он резко мог по спавну пикнуть типа быстрее, чем он вас. И мне кажется, что ну, вот эти действия, да, особенно, знаешь, для команд, которые играют таким более пассивным стилем, они могут быть очень рабочими. А ты вот как на это смотришь? Да, я согласен с тобой. Можно просить буст, если вы знаете, что люди любят бежать, мутиться, убивать первого. Также, если ваш тиммейт пушит подвал, вы можете 2Б буст сделать, и вы вдвоем, получается, бдом пушите один с подвала и один с бдома. То есть, человек перестреляется, открывается, вы его убиваете. Вы вдвоем бдом занимаете. Еще ваш тиммейт Флешечка. может, да, флешечку накинуть. Вообще приятно будет очень. Да. А вот у меня к тебе вопрос. Вот ты когда на Ага. Б второй, третий приходишь, ты как Ага. взаимодействуешь с Б игроком? Я вообще пытаюсь, ну, смотри, давай так честно скажу. Когда я общался на русском языке, мне было очень просто. Я мог прийти там сказать, так, короче, я пришел к вам, идите поджимайте, знаешь, Ну, например. да, И дефолт. я сижу, жду, пока они подожмут, я убежал, когда понимаю, что они в безопасности, или когда они мне об этом сказали. А когда я перешел в интернациональный состав, я начал очень много фокусироваться на других вещах, там, как правильно высказывать, как правильно анализировать их информацию, понимаешь? Потому что бывали моменты в матче, когда ты общаешься, они тебе что-то говорят, ну там типа вся инфа летит в TeamSpeak, а ты в один момент ловишься на чувство, что ты ее не понимаешь. И это типа, знаешь, это как состояние тильта. То есть ты не понимаешь ничего, а слов летит много, да? Какой-то И шум идет. да, ты как будто в прострацию попадаешь, да.
Вот как, знаешь, хаешка под ноги прилетает, вот примерно такое же состояние. Я мог прийти и сказать, там, подожмите Б, парни. Или же я мог прийти и сказать, что тебе взять, например, если мы знаем, что если у меня игрок на Б1, и он, ну, не чувствует себя комфортно, да, я ему говорю, ты как, в порядке, например? Он такой, нет, мне хуёво. Я прихожу к нему и говорю, что взять? Или же обратная ситуация, я говорю, я взял бы дом, возьми зиг. Все зависит от того, как активно коммуницирует в матче твой опорник, потому что это, мне кажется, не может всегда быть на одном и том же уровне. И если опорник, вот я говорю, я бегу к тебе, он говорит, хорошо, придешь, возьми бэдом, я приду и возьму бэдом, да? Но если он молчит, я выберу сам, потому что, ну, нужно ему помочь, значит. Также я могу говорить там, я приду к тебе, подсади меня на балкон, знаешь, и я сейчас пойду запикаю тебе бэдом. Поджимаю, и то, что я контролить буду, наверное, все. Ну, сейчас такой поджим, то что я видел в демке одной. Бустит авик бдом, он берет, контролит, второй чел подходит, дает молик, выжигает полностью вот эту территорию. Авик контролит, и все, и под это бдом занимается просто, и все. То, что права не будет, если Мгм. молик хорошо дать, и все. А ты, кстати, как считаешь, вот этот поджим совершился, да, скажем так? Кто должен оставаться в доме чаще? Я думаю, чел с кольтом. Обычно у нас, например, в команде так было. То, что он от снайпера у нас бежал, В КТ? да, в КТ. У меня точно такое же мнение. Тут может быть еще некомфортно. Очень. Не мобильный будешь, если мало ли что-то с мидом произойдет, и зига еще будет. Вот, А и тут у я о чела том еще же. full пак будет. Он будет и мобильный, и все. Я вот о том же говорю, меня просто, знаешь, типа, иногда просто инфу не давали, ну, типа, что чувак может пройти, и меня просто сносит с авиком. И все, и раунд проигран. Или другой момент, говорят, зиг могут пройти, знаешь, и ты типа такой стоишь здесь, и тебе говорят, зиг пройдут, и ты потом должен смотреть, зиг смотреть, и никто не реагирует на карте. И в этот момент ты чувствуешь, что, ну, типа ты не можешь себя чувствовать, мне кажется, Ну, идеально в этом раунде уже все. некомфортно, да, вот. Ты просто надеешься на то, что, типа, там, ты выбираешь, грубо говоря, вот я зиг возьму себе, да, и надеешься на то, что чувак в бадоме не пойдет до упора зачекивать. Но как Да, только да. ты делаешь первый килл зига, тебя бадом просто сразу же ждет. И тебе надо либо падать, либо не знаю, как этот раунд разыгрывать уже. Ну, типа, только удача помогает, как по мне. Поэтому мне тоже кажется, что Рифлер, ему намного проще там стоять, во-первых, а во-вторых, он намного более мобильный. Если он закроет бадом, Он то может в все. спину пойти. С авиком ты в спину не пойдешь, если что. Да. Или пойдешь, но это будет очень так себе. Сумею так очень долго. Да, хотел еще это смачок показать, если вас сплитят, и Ага. вы оказались за форестом. Можете вообще такой дым давать. Вас из дома плохо видно, и вы зик видите. Бегущих. Это прикольно. Да, то есть. Его еще никто особо так не использовал. Да, я вот только хотел тебе сказать, я не видел этого дыма. Еще вот тут есть такая мини-фишка, когда вы дверь видите, вы можете зик принимать в теории. Ого. Бегущего чела. Тут по-разному чего бегут, либо по левой, по правой. Также можете под флешки своих тиммейтов пикать с кухни. Блин, это очень клево. Ну да, если вы одни остались и вас сплитят зига, всегда можете об стенки такие флешки давать. Любые под них же сами играть. Разыгрывать. Да. То есть вы пикаете, она вот здесь взрывается. Вас не Все, кто флешит, и смотрит, флешит. blind. Да. Такое. Касаемо атаки. Как ты вообще смотришь на игру Люркера на пленте, скажем так, за атаку? Но если по приоритету, то мне кажется, ковры тяжелее выбивать и больше инфы контрам дают. Поэтому, мне кажется, всегда в приоритете занимать ковры или просить второго чела, чтобы он помог вам. Если у вас первый респ, вы можете спокойно бежать и пикать, потому что вы, скорее всего, убьете даже, возможно, авик, который здесь будет. Вот, если у вас респа нет, то вы можете просто бежать, дать флешку. Вот тут сесть, подождать. Подождать от пуш, занять позицию какую-нибудь хорошую. Я для себя выбрал две позиции. Вот такая. И вот такая. Это моя любимая. Да, я ее как-то просто начал тут сидеть. И что-то
потом кто-то еще начал тут сидеть, было прикольно, потому что тут, скорее всего, что будет как-то так делать. Он никогда тебя не чекает. Да-да-да, очень редко люди проверяют, чекают. Ну или если вы сильно боитесь, можете чуть подконтролить. Есть же снайперы, которые очень неприятные, они прям вот сюда вот пикают. Да. Это прям вообще, это очень неприятно. Ой. Правда? Да-да-да, прям вообще. Это и таких по пальцам пересчитать их можно всех запомнить, но это капец. Это очень неприятно. А так, если я занимаю яму, я пытаюсь или занять вазу, если дают, или сижу вот здесь. Пытаюсь смотреть чела, который будет проходить. Вот так. Мгм. И вижу его ноги первые. Вот тут самое опасное то, что вас под флешку могут убить, да, нижнюю или верхнюю. Это люди должны прям знать, то, что здесь находитесь. Есть также вот такая позиция Ника юзает. Мгм. Тут очень важно правильно прицел поставить. Вот, а если дают занять вазу, дают, ну, например, глубокий молик, я чуть пережидаю. Он, конечно, не настолько глубокий. Даю свой молик. Даю вот такая вот флеш есть. Она Очень флешит, старая. она флешит всех челов, которые вот за этой линией Стоять за находятся. ним Да, будут, да, да? да, 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 да. То Ага. есть вы отгоняете ближних, даете эту флеш, можете спокойно пикнуть. Вот тут все челы будут белые, занять. Ты Зап- используешь это как ретейк перед выходом на, допустим, если у вас был дефолт, да, и вы, ну, у вас есть кол, идем, вернемся и выйдем на, А, да, и ты такой, знаешь, что упор ямы может быть. Используешь ли ты, ну, этот пак гранат для того, чтобы зачистить упор ямы для своих тиммейтов, или предпочтешь уже не палиться так сильно, ну, гранатами? Но я это могу от себя, еще не знаю то, что мы пода сделать. А так я, конечно, молик не буду давать, я просто, скорее всего, попрошу флеш, который вот здесь сорвется. Ага. И Да, под я нее понял, который ретейк, да. издалека кидается. Также очень важно, тут очень часто бывают снайперы, и понятно, что очень важно их отгонять или как-то контрить. Для себя я нашел вот такие пару гранат чисто, Мгм. под которые я могу, типа, дать, Обогнать авик. да, или пикнуть. Или если я нахожусь сверху, и мы пришли пода, я могу дать такую. Тоже она взорвется здесь, все белые будут. Слушай, очень прикольно. А можешь еще раз ее показать? Потому что я не успел даже сам заметить это. Вот стоите сюда, Ага. и вот тут черную точку кидаете. Да, я очень часто такие гранаты используют люди. Слушай, а касаемо ямы, да? Есть вот ваза, например. Если ты знаешь, что тебе нужно распикать всю эту территорию, ты каким образом это делаешь? Потому что я уверен, ты-то это знаешь, но я не уверен, что все знают о том, что если ты идешь по дальней стенке, как по идее правильно идти, твою тень видно первее Да-да-да. намного. Да, есть такой, поэтому я всегда иду по ближней и распикиваю по ближней. А вообще, ну, относительно того, ну, вот этой дуэли, да, у кого преимущество, по твоему мнению? Преимущество, по идее, у контра, но почему-то я за теров достаточно часто убиваю тут чела. Но мне кажется, это такая штука в КС-ке, что вроде бы у человека есть преимущество, да, но на самом деле в игре слишком много вещей, ну, происходит, там, может, кто-то говорит, может, ты о Какой-то чем-то дистракт, задумываешься. да, фокус Да, теряется и и тебя все. убивают. Или ты наоборот Эти... перефокусировался, бывает такой прям фокус-фокус. Ага. Например, у снайперов такое часто, и наоборот, попасть в чего не можешь. Это да. Я, кстати, хотел тебя обратный вопрос задать. Ты прям прочитал мои мысли, мол, что мы снайперы, да, вот когда стоим, какую-то позицию смотрим, вот Зумите про прям, фокус да. ты сказал, да, мы очень фокусированы, и типа, если кто-то выйдет, мы, скорее всего, его убиваем. Ну, допустим, в хороших, да, раскладах, когда ты Ага. не ушел куда-то в критический момент, там, ну, слишком сильно сфокусировался, или долго, или вообще расфокусе был. А как у вас, вот вы опорники, вот ты занимаешь какую-то позицию, где тебе нужно принимать, да, все, вот, ты стоишь, какие мысли тебя посещают обычно? Ну, прям каких-то определенных мыслей нет. Стараешься просто... Самое главное это звук, особенно вот на Б, на Мираже, потому что тебе важно понимать, упал чел или нет. Мгм. И от этого исходя уже двигаешься. Ну, очень важно фокус, потому что есть такие карты, например, как Мираж, Даст. На Дасте особенно челы любили мутиться.
И если Мгм. ты какой-то дистракт поймал, там челы на выходе с темки тебя могут поймать, скорее всего. Когда с Тимохой познакомился, я ему сказал такую вещь, что его позиция, в моем понимании, да, вот когда я смотрю на своих тиммейтов в команде, она одна из самых невероятно важных. И я очень ценю людей, которые играют на этих ролях, потому что понимаю, как много грязной работы им приходится делать. И в моем понимании, вот когда мы играли в 21 году, чтобы вы понимали, вы можете открыть, мы со спиритами за полгода выигрывали всех, кроме Гамбит. Это была единственная команда, которая первые полгода моего присутствия Team Spirit выигрывала нас и не давала нам из-за этого как бы выше пробовать пройти на турнире. И сейчас я чуть потише сделаю. И в моем представлении, вот зрители, они часто не видят того, сколько вещей эти люди контролируют. Ведь на самом деле, когда опорник играет хорошо, вы не пишете, мол, о, как же он круто отыгрывал. Ну, если только он не сделал какие-то хайлайты, знаете. Если он просто играл хорошо и не провалился для своей команды, вы этого не подмечаете. Но зато как только есть проблемы, сразу летит на человека. Да, так Вот. это еще и в команде важно, на самом Мгм. деле. Потому что бывают такие матчи или, не знаю, такие ситуации, когда какой-то плент абузят. Ага. И перетяжнику или снайперу очень тяжело играть в свою игру, потому что ты постоянно параноишь за какую-то точку. Ты хочешь туда прийти, потому что ты понимаешь, что там определенные проблемы. Да. А когда у тебя, например, все хорошо, ну типа нехорошо, просто человек Ты справляется со своей знаешь, работой, да. ты играешь в свою игру, ты знаешь, что он там, и все нормально. Типа тебе спокойно. Коммуникация это вообще недооцененная такая вещь в кейсе. Ну, Потому да. что у тебя вся картина в голове, карты вообще, где соперники, если просто люди четко говорят инфу, где сколько. Ты, Мгм. например, как снайпер, тебе будет проще перетягиваться, если тебе каждые, там, не знаю, 5-10 секунд будет говорить чел то, что на борще его тут никого нет, и в лобби никого нет. Типа, все у нас охуенно вообще, зига не будет. А не просто, например, что можно говорить обобщенную инфу, например, Да. быдом чисто один раз сказал там, или просто быдом Мгм. чисто, а можно говорить прям точечную инфу, которая тебе гораздо больше информации даст. То, что вот эту вот территорию вообще никого нет, Мгм. и то, что вы чекаете бэдом практически вот до Б-лобби, то есть ты понимаешь, что у тебя, скорее всего, это не Б, и то, что у тебя будет секунд 7 еще, чтобы стянуться на Чтобы Б. стянуться. Да, то есть очень Это очень недооцененная верно. вещь. Кстати, вот по поводу игры на Б, да, на Мираже за КТ. Как ты взаимодействовал со своим снайпером? Вот какая у тебя коммуникация была? Могу ответно тоже спросить, чтобы было два мнения у нас для людей. То есть со снайперской точки зрения, пусть я и не был твоим тиммейтом, и с точки зрения Б-опорника. Ну, именно на Мираже это не такая точка, куда прям можно снайпера позвать и что-то изменится, но условно говоря, если у вас не получается драться мид, вы можете пытаться играть крайние точки, можете позвать снайпера и занять дом, как я показал. Или же укрепить А и оставить одного снайпера на Б. Ну, например, на Дасте работало ставить снайпера, звать на Б, например. Мгм. Я понимаю то, что челы там 4-5 темка ходят и под АВП распикивают. Я им мало чего могу сделать один. Я там говорю, Диман, приди на Б, пожалуйста, стань там за дальний или куда хочешь. Он просто один раз придет, встанет, убьет одного-двоих или просто спалится. И они уже не будут ходить контактом, они будут тратить гранаты или перестанут ходить. На Мираже это не совсем так работает, но так вообще коммуникация это жесткая вещь, потому что я как опорник должен тоже понимать, что на карте происходит, когда мне стягиваются, когда нет. Я, например, прыгаю на машине, играем там Мгм. какой-то матч, ну там, с кем-нибудь, и я слышу инфу, раскид а потом через 3 секунды после раскита тишина, один смог, а у меня в понимании раскита это 3 смока минимум, то есть 3 Да. чела пода. Вот, то есть очень важно говорить не просто раскид, а сколько вы видите. Видите там два-три смока, говорите 3, Так еще 3 бывает три раскидывают. смока и никто не вышел. Да-да-да, то есть Вообще. коммуникация это очень важно, чтобы у ваших игроков была полная картина. Если ты не понимаешь, что ты можешь просто лагать, если информация плохо идет. Также, когда ты умираешь, у тебя есть там пару секунд на камере посмотреть, куда враг идет. Да. Или ты можешь заметить еще одного чела, который вышел из-за угла. Это тоже очень важно, доигрывать такие моменты. Тимох, какие гранаты за атаку ты можешь нам показать, чтобы ребята могли использовать у себя в матчах?
Ну, в яме я показал. Условно говоря, сейчас та ситуация еще, когда у вас вот тут смог дают вам. Можно дать Ага. молик под ковры, вот так. Зажимаете левый стрейф и назад, упираете стену, отпускаете. И, типа вы всегда можете своим Вот челам так. помочь дать молик под ковры или же точно так же дать хае или флеш. Потому что флешки под ковры, они иногда недооцененные чуть-чуть. Мгм. Потому что, условно говоря, чел, который в дефолте, чел, который вот здесь врать будет, они все белые будут. То есть вы всегда можете подсаппортить как-либо или прошить чела на борту вот так же. Даете. Прикольно. Вот, также есть вот такая вот флешка, она, правда, сложная, но она очень прикольная. Сейчас я сам нащупаю, вот такая. Ого. Я ее увидел очень давно у Эйзи. Раньше такой Ага. игрок играл. Я ее что-то до сих пор запомнил, потому что вы ее можете кидать, и она вот здесь взрывается, и она абсолютно никак не флешит. Интересно, можно ли ее 10 из 10 кидать в матче? Ну, тут да, надо потренировать. Это знаешь, есть же такая тема, у тебя, наверное, тоже, что ты тренируешь гранаты, они у тебя там 10 из 10 попадают, а потом ты заходишь на матч и просто нет. У тебя есть такое? Или это моя тема? Было у меня такое Окей. именно с определенными смоками было. Да, которые сложные, не те, которые ты просто должен встать и кинуть. Да, именно вот у меня одни и те же это почти были. Также, Я выдыхаю. также Ух. тут есть смог, я не помню, CD или стой one way. Если вы не можете выйти с ковров, условно говоря, чел в дефолте, хотите как-то своим челам помочь, вот такой смог даете. Видите дефолт, за искрой также можете выйти под смог. Ага. А видно ли тебя с этого в этом дыме? А, чуть-чуть видно Там, будет, там скорее очень всего. слабо, да, будет видно. Мгм. Но чуть будет видно. Но сколько я, короче, его кидал, мне ни разу. Не говори. Да, с дефолта чего не было, надо стоя еще. Мгм. Вот такой вот. Да. Ага, ну да, тут Видно. тебе самому не так много видно, чтобы тебя видели. Да. Ну, обычно люди, когда такой смог, у них тут кипиш происходит, они не смотрят вот так в смог ковры. Вот, Ну да, также... потому что там не до тебя в этот момент. Мгм. Также есть такой one way. Можно иногда на выкатить просто так. Его, правда, много кто знает. Под него А видно это КТ. старый дым еще. Да, тоже очень старый дым. Также всякие такие смоки с ковров, чтобы своим челам подсаппортить. Ну и важно знать смоки всякие с Тетриса. Если вы вдруг яму вышли. Это смог джангл, это смог коннектор. Это смог головы. Все смачки старенькие, помню. Да. У нас был, помню, экзамен даже на все эти смоки с Тетриса. У нас тоже. Поэтому вот. Я знаешь, что помню из игр с вами раньше? Вы очень любили против раскидки на закидывать хаешки на Апекса на 90. Если атака выходит, да, на вас на плент, Шира и... Ну вот Шира точно помню, как бы всех остальных по никам я не назову, кто где играл. Где Apex Вот выходит сюда. следующий? Апекс, вот он, да. Сюда летели хаешки, да, именно так. Это да, есть такое. И это тоже очень жесткие гранаты на самом деле против выходов. Так что на Мираже очень много можно использовать флешек для помощи своим опорникам, как на, так и на Б-пленте. Вот я то, что замечаю, чтобы ты понимал, вот флешки с Китчена никогда, наверное, я не кидал, потому что они у меня либо заканчивались, либо я просто был на Б раньше или позже нужного. Вот. Кстати, очень тоже интересный момент. Смотри, вот ты рассказываешь, что могут тебе помогать с кухни, да, накидывая. Вот эти верхние я накидывал, а вот те из окна нет никогда, которые, ты понял, под плент кидались тобой. Это тоже хорошая хая, по-твоему? Не, это так иногда флешки кидают. Не, такое нет, не использовал. Я говорю про флешки, которые, когда ты с кухни, грубо говоря, бэдом смотришь. Да, вот так. И флешка под плент, которую ты показывал. Чтобы ты мог, Такая, вот так да. открываться. Честно, не вспомню, чтобы я хоть раз оказывал в ситуации, когда я могу кинуть эту флеш. Ну, когда идет сплитбэй, в основном такая ситуация, никогда с бдомом аж челы идут.
чтоб твой чел пикнул. Это очень важно. И те же самые флешки-на, которые кидают все команды, это, ну, это must-have для опорников. Опорникам всегда нужно говорить об этом. Кстати, вот ты тоже, наверное, так делаешь, да, Тимох? Что говоришь там, если я, ну, я нахожусь здесь, будут флешки? Чтобы понимать, Да-да-да. будет помощь или нет. Вот такие мелочи, да, не все далеко знают, Тимох, представляешь? Вот интересный момент для меня, который я уловил. Я же с многими людьми общался благодаря тому, что там я в интернациональную команду попал, и, ну, типа, все знают, что я могу поговорить на английском. И, ну, не скажу, что все, с кем я общался, знают про то, что можно спросить, там, будет мне гранатка там на помощь? И, типа, и все равно мы играем на одном уровне. Ну да, тут есть такие многие вещи, когда ты видишь какую-то команду, которая хорошо играет, ты думаешь, что у них там все разобрано и так далее. А на Да. самом деле там они о многих вещах не задумываются, а твоя, например, команда работает уже в деталях, как с информацией, вот со всем этим, например, на английском языке там в основном обобщенная такая информация. Мид, рамп, Да. там, она не точечная, а у нас прям это все в деталях. Тут, кстати, показывал нам тренер Ванек, то, что с Авиком, один раз он показал, тут есть какая-то щель, и можно между видеть. Я не знаю, можем Да. сейчас посмотреть, да. Погнали. Я помню, мы что-то смотрели, он показывал. Попробуй там нащупать, мне интересно, она до сих пор есть или нет. Так, сейчас будет респект Ваньке Фину, верно же? Его же Ваня зовут. Да-да-да, Правильно Ванек, помню? Вот, если фишечка будет еще рабочей. попробуй там это, найти этот просветик. Так, И я как... вроде его вижу. Вот я пытаюсь двигаться, может, чтобы ты это как-то ногу мою заметил. Так, я нашел его. Нашел, видно? Вроде. Нет, пока тебя не вижу в нем. Секунду. Или мне кажется. Нет, ты видишь, что двигается? Нет, вообще ничего не двигается в этом Можешь, просвете. можешь убрать. Короче, раньше было то, что там, если ну-ка, как-то правильно встать. Вот смотри, вот возьми авик, и вот Ага. туда прицелься. Мне кажется, что это он. Ща. Это фейк, мне кажется. Не-не, ты, короче, не то чуть смотрел, оно прям внизу было. Внизу. Да, Ладно, прям окей, давай попробуем еще. Сейчас где-то поищу. вот там ближе, да. Ну там сейчас что-то все так темно, как будто нету ничего. Я ничего не вижу, Ну, да. значит, ты правильно, там, короче, раньше Я был помню, такой прикол. что есть какой-то вот тут какой-то просвет. Что типа про игроки как-то чекают. Вот этот просвет я помню, да, вот он. Это да, это Но есть нет, такое. такого твоего я не помню, кстати. Был ли? Ну, нам А мне Ванек, никто не короче, он рассказывал про него. показывал Диману, Ага. вот. Сейчас можешь убрали. Иногда, кстати, какие-то обновления происходят, и И не, просветы появляются. не-не-не, некоторые вещи не пишут, которые А, изменились. Такой есть прикол тоже. это да, это они такие мелкие детали не рассказывают, что были изменены. Я помню такое тоже. Ну слушай, да, к сожалению, Ванька Фин, сейчас твою фишечку, походу, зафиксили. Или я жду видос, этот, знаешь, с отметкой Декстер, чтобы он показал, как это работает. Слушай, прикольно, я был очень рад пообщаться. Взаимно. Спасибо тебе, Тимох, за то, что зашел, рассказал ребятам интересные вещи. У нас есть огромное количество материала, я постараюсь теперь подготовить для них офигенный видос. Я лично даже сам с огромным интересом спрашивал, так что я думаю, мы еще что-нибудь обязательно через какое-то время придумаем, когда у тебя будет еще такая возможность. Ну еще раз Да-да, спасибо тебе, братишка. не за что. Спасибо, что позвал.